Всем привет! В этом видео мы разберемся, как прокачать генерала до максимально доступного уровня. Как мы уже знаем, уровень генерала не может превысить уровень монарха. Уровень монарха прокачать сложнее. Уровень генерала прокачать несколько проще. Давайте рассмотрим сначала все возможные известные мне способы прокачки генерала. Один из способов быстрой прокачки — это поставить генерала в подчиненный город. Можно поставить сразу, если у вас есть 5 подчиненных городов, разблокирован, можно поставить в каждый подчиненный город по генералу и брать их с собой в битву, в атаку. То есть именно в PvP или в соло убийство монстров. Либо все подчиненные города будут приходить на защиту вашего главного города. Для этого нам необходимо поставить галочку «Полностью автоматический бой». И тогда все ваши подчиненные города будут переходить на защиту вашего главного города. Самый простой, скажем так, бесплатный способ — это участие в битвах Бог, Халона, Константинополь, Гавгамела. То есть там, когда вы будете атаковать замок противника, и чем больше, соответственно, у вас будет успешных атак, или даже неудачных, но чем больше у вас будет атак с подчиненными городами, тем больше вы получите опыта и больше прокачаете свой генерал. Также, чем больше успешных защит у вас будет, тем, соответственно, больше опыта получат ваши генералы, все генералы в подчиненных городах. Также генерал обороны и помощник генерала обороны. Но у этого есть небольшой минус, может быть даже большой. Когда войска в подчиненном городе закончатся, то есть в каждом подчиненном городе у вас есть определенное количество войск, когда они закончатся, то ваш подчиненный город вместе с генералом перестанет приходить к вам на помощь. И, соответственно, опыта он уже не получит. Вот, поэтому это один из способов, но не самый, скажем так, не самый стабильный. Один из легких стабильных способов — это убивать монстров соло, либо монстр-боссов соло, либо делать это в ралли. Но это очень долго. Также у нас есть книги для прокачки генералов. Так, у этого генерала у нас прокачка недоступна. Можем повысить ему только один уровень. Возьмем, ну вот любого, скажем, вот этого. То есть, если у вас есть много книжек, можете, соответственно, получить много-много опыта. К примеру, вот 30 миллионов опыта. И прокачать своего генерала на какой-то определенный уровень. Вот. Но это тоже очень долго. Не очень эффективно. Поэтому мы рассмотрим способ прокачки генерала на подчиненном городе. Для этого нам необходимо в первую очередь нам необходим в собственности золотой подчиненный город. Либо, если у вас есть хорошие друзья-игроки на сервере, одолжить у него. Или попросить покачаться на его подчиненном городе. Но это сложно. Лучше иметь в собственности свой, и чтобы он был малозначимый. То есть, чтобы это был какой-нибудь там Китай или Аравия. Ну, потому что нечестные игроки могут у вас его похитить.
пока вы на нем прокачиваете генерала. Также вам необходимо, чтобы на вашем сервере был NAP или широкий сон, как его еще называют. Либо это несколько дней, либо это один день. То есть вот как на нашем сервере это событие увеличения мощности. И в этот день у нас на сервере NAP. То есть мы не атакуем других игроков. Необходимо, чтобы на сервере была запрещена кража подчиненных городов. Чтобы никто не решился похитить ваш город, пока вы прокачиваете генерала. Ну и лучше всего, чтобы город был малозначим. Если мы знаем, что Япония и Россия — это значимые города, Америка, Корея тоже значимые, малозначимые у нас идут Китай, Аравия. Ну, это на мой взгляд. Вот. Также необходимо, чтобы у вас ваш подчиненный город находился подальше от других альянсов. Ну, чтобы меньше кто-то видел, что вы делаете. И лучше всего, чтобы неподалеку от вашего золотого подчиненного города находился город, который не принадлежит никому. Белого качества. Для чего, объясню чуть позже. Для того, чтобы нам прокачать генерала и при этом не понести потерь. То есть, если мы можем прокачать любыми войсками. Если мы будем отправлять любые войска для атаки подчиненного города, то есть нам нужно атаковать свой подчиненный город. И если мы будем атаковать его любыми войсками, тогда мы будем нести определенные потери. Поэтому заранее вам лучше сделать предустановочку. Если это позволяет, то сделать 2 или там лучше 3, смотря сколько генералов вам нужно прокачать. Установить туда генерала, которого вы хотите прокачать в основном, и ассистента генерала. Предустановку для более быстрой прокачки необходимо сделать. Для этого нам потребуется немного слоев и осадные машины. Осадные машины 12, 11 и 10 уровня. Я вот создал предустановку, чтобы прокачивать генералов без потерь. Вот, но это с учетом 35 уровня. То есть можно это делать вот в таком формате. Тогда нам придется каждый раз оставлять подчиненный город. Либо можно, вот для чего нужен белый подчиненный город неподалеку. Либо можно захватить белый подчиненный город на время. И, соответственно, слоты ваших подчиненных городов заполнятся, и вы не сможете захватить подчиненный город. То есть вы его будете атаковать, он будет восстанавливаться, то есть войска там будут восстанавливаться, но вы не сможете его захватить, так как у вас слоты заполнены. Поэтому просто будете получать опыт. Почему нужно использовать осадные машины? Потому что осадные машины имеют самую высокую дальность, как мы уже знаем. И при определенном количестве они нам помогают убивать все войска в подчиненном городе, при этом без потерь. Но нужно настроить немножко слоев, потому что вот, к примеру, я пробовал атаковать 14 осадными машинами. Осадными машинами.
Я их отправил 1 000 000, и я понес потери 9500. Причем они убиты, то есть, ну, навсегда. Их уже не отличить, не восстановить, только обучать заново. Поэтому, чтобы нам не нести потери, нам необходимо создать небольшие слои в виде 3 уровней осадных машин. И тогда, как мы видим, уже потерь не будет. Вот 600 000 я отправил, и никаких потерь при этом нет. Как мы видим, здесь войны 9-10 уровней. Вот, поэтому, если мы отправим, скажем, если мы вот изменим, уберем 12 и отправим берем 11 и отправим 10 в размере 200 000. 9 100 000. И 8 100 000. То мы, скорее всего, будем нести определенные потери. И это несмотря на то, что уровень моего замка и моей академии 35. Академия изучена почти на 100% практически. Мы понесли потери в размере 1744 осадной машины. То есть они будут умирать. Скорее всего, умирают осадные машины 8 уровня. Я так подозреваю. Проверять мы еще не будем. Да, кстати. И снаряжение монарха надо установить на осадные машины. Ну, доступные, которые у вас есть. То есть мы несем потери. Если мы уберем 12, оставим 11, давайте поставим 100 000. 100 000 десятых и 100 000 девятых. В таком случае у нас уже нет потерь. То есть 300 000 осадных машин — это 11, 10, 9 по 100 000, 3 уровня. И мы не несем потерь. При этом у нас подчиненные города, остальные отключены. Не забудьте их отключить на всякий случай. Таким образом вы получаете по 3 миллиона, примерно 3 миллиона 200 тысяч опыта на одного генерала. То есть на всех, точнее, генералов. Если у вас стоит ассистент, так, кто у нас тут стоит? То есть у нас стоит королева Чиндок и стоит Амир Тимур. И оба генерала получат по 3 миллиона 200 тысяч опыта. Опыт не делится, то есть он идет на каждого генерала. Давайте запомним, сколько у нас. У нас 18,8 миллиона опыта. Чиндок. И здесь у нас 26,7. Итого мы получили примерно 3 миллиона 250, может быть, тысяч. То есть там, может быть, 3 миллиона 300 тысяч опыта. Точное количество не помню. В общем, 3 миллиона 200 тысяч опыта — это железно для каждого генерала. Таким нехитрым способом за несколько атак, ну, в зависимости от уровня вашего генерала, вы сможете очень хорошо его прокачать.
примерно 3 миллиона 200 тысяч опыта за один удар. То есть 10 ударов это уже уровень, но это на 32-33 уровне. Естественно, если генерал будет первого уровня, то он прокачается больше. Ассистента можно использовать не с любого уровня генерала. То есть вот у нас есть, допустим, 20 уровень генерала. К нему уже подходит ассистент. То есть можно поставить ассистента. Возьмем другого, скажем. Ну, для первого уровня ассистента нет. Если мы атакуем подчиненный город первым уровнем, так, где у нас? Да, вот у нас, пожалуйста, генерал сразу стал 20 уровнем. И к нему уже можно приставить ассистента. Давайте попробуем еще раз. Возьмем другого генерала, допустим, это будет... Будет вот принцесса Люси. И обратите внимание, что генерал без одежды, без экипировки. Так, это не та. Где она? Вот он. Все. Сразу 20 уровень. Ну, чем больше уровень, чем выше уровень генерала, тем больше требуется опыта, поэтому нужно будет гораздо больше ударов выполнить. Но я думаю, что за час можно прокачать очень много генералов до максимального доступного вам уровня. Также, если у вас замок ниже 35 уровня, может быть, он там 30 или 28, то, скорее всего, у вас будут потери, поэтому вам нужно будет увеличить количество катапульт 11-х, 10-х, 9-х. Также, скорее всего, нужно будет 100 тысяч. 10-х 100, 11 нужно будет 11-х побольше. То есть всего 400 тысяч насадных машин. Вы можете прокачать, легко прокачать генерала. И да, кстати, вот обратите внимание, что подчиненные города на их количество. То есть, если у вас, вот как пример, у меня 8 из 8, значит, это все нормально, вы можете оставить подчиненный город и потом с легкостью захватить все заново. Но если у вас количество 8 из 7, то есть у вас вторая цифра, которая после слэша, она показывает доступность возможных вам подчиненных городов. То есть, если у вас будет больше, чем эта цифра, то есть, к примеру, 8 из 7, если вы оставите подчиненный город, то вы его не сможете захватить. Вам придется оставить еще один подчиненный город, чтобы ваше количество Уменьшилось. Поэтому будьте внимательны. А так как у нас слоты заполнены, мы можем создать несколько предустановок и просто спамить по подчиненному городу один за другим марши. Так как захватить мы его не можем, мы можем получать опыт практически беспрерывно на 3 предустановки
или на 4. То есть вы можете просто вот нажимать, 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 посылать. Главное сделать предустановки. И у вас будет прокачиваться сразу 2, либо 4, либо 6 генералов одновременно. Поэтому это будет очень-очень быстро. У меня, к сожалению, предустановки уже забиты со слоями, поэтому мне приходится немного трудно. То есть мы отключили подчиненные города, поставили требуемых генералов, которых нужно прокачивать. Вещи для генералов не обязательно, но если у вас относительно невысокий уровень замка, то есть 30-й, либо 28-й, возможно, вам понадобится снаряжение на генерала. Вещи на генерала. Вы можете снять его просто с любого действующего генерала, на котором у вас есть вещи, и временно одеть их на генерала, которого нужно прокачать. Ну, просто чтобы у вас не было раненых. И создать предустановку, может быть, одну, может быть, две, может быть, 3, как вам будет удобнее и быстрее прокачивать. Для прокачки необходимы осадные машины уровня 11, уровень 10 и уровень 9. На более нижних, как мы уже проверили, уровень 10, 9 и 8, они у нас получаются потери. Может, только если увеличить количество, возможно, потерь не будет, но я в этом не уверен. Слои по 1000 делать не нужно, потому что в любом случае будут потери. И, соответственно, таким вот нехитрым способом мы очень быстро поднимаем уровень генерала. Обязательно на сервере либо в день увеличения мощности и ловить этот день, чтобы прокачать генералов. Обязательно на сервере запрещена кража подчинов, чтобы вы не могли потерять свой подчиненный город. Также используйте город для прокачки золотой, потому что он дает больше всех опыта. Он дает 3 миллиона 200 тысяч. Фиолетовый дает намного ниже. Если память не изменяет, примерно 2 раза. Если у вас есть, можете это проверить. Синий дает еще меньше, соответственно, и так далее, и так далее. Белый и зеленый, на них прокачивать, ну, это очень-очень долго и неэффективно. Также не забывайте о максимально доступных подчиненных городах, чтобы у вас было 6 из 6 или 7 из 7, чтобы ваше количество подчиненных городов не превышало ваши доступные города.